Всем привет, я Фарис Мамедов, и вы смотрите сумеречный анбоксинг на FM Live. Сегодня я надел одну из своих любимых футболок сумеречных. Это мерч по «Рассвет часть 1», промо к фильму выпущенный. Вот, правда, здесь у меня немножко стерлась картинка, потому что в свое время я очень часто носил эту футболку. Но видео сегодня не о ней. Я раскрою парочку игрушек. Это реально игрушки, но сумеречные. Начну я с вещички, которая, наверное, есть сейчас у любого фаната сумеречного, который занимается коллекционированием более-менее. Это фигурки Funko Pop. Когда фигурки Funko Pop стали супер популярны, я этот момент тоже не особо заметил. Потом я вдруг понял, что в Инстаграме везде у всех фанатов сумерек есть такие фигурки, и решил, что хочу их тоже. у нас в Казахстане, к сожалению, по сумеркам фигурок нигде не было. Более того, даже в России найти их было проблематично, а доставка из-за границы выходила на них неоправданно дорогой. Но спустя какое-то время все-таки фигурки появились у меня. Две я заказал себе, и вот сейчас я их раскрою в таких они коробках. Тут уже так видно, что внутри, но вот эту пленочку я держал для вас. Открываем. Эдвард! Это фигурка по первой части «Сумерек». Для тех, кто не знает, фигурки Funko Pop — это серия азиатских игрушек для коллекционирования. Игрушки все выполнены из винила. Они выходят по разным фильмам, играм, книгам, вот, даже телевизионным шоу каким-то. И вот по «Сумеркам» их есть всего 6 видов. Такая и вот такая Белла из «Рассвета». Так, что-то тут непонятное. Каждая фигурка стоила в среднем где-то $15 вместе с доставкой. Получил их достаточно быстро. Фигурки эти запакованные, сейчас мы их раскроем, посмотрим. Нужно быть аккуратным с коробочкой, потому что она тоже часть коллекции. Вот он. Боже, он такой тяжеленький. Вот такой вот Эдвард. У него, по идее, вот, да, у него крутится голова. Главное совсем не открутить. Поднимаются... нет, не поднимаются руки. Подвижная часть у этих фигурок — это только голова. Она твердая, внутри не пустая. И сам он достаточно твердый и солидный. Несмотря на то, что башка у них намного больше, чем туловище, они стоят достаточно статично и не падают, не перевешивают. Ну, в общем, это, конечно, совсем уж детские игры, но думаю, для коллекции это мило. Я люблю милые вещи. И вот такая Белла. У Беллы ее кожанка, в которой она была во время финальной битвы в «Рассвете», сделана, покрашена глянцем, да, и теперь она блестит, как будто это реально кожа. Вот, глаза у нее черные здесь, укладка вампирская. Почему-то у фигурок нету рта, ни у каких всегда нету. Но это специфика такая, видимо, этой серии. Выполнено очень качественно, нет никаких каких-то недокрашенных частей. Все плотно сидит, не болтается, не читается и не ломается. Голова тоже крутится. На пальце у Беллы вот здесь видно кольцо, что, в принципе, говорит о том, что здесь хорошая детализация. Итак, вот такие вот Белла и Эдвард от Funko Pop теперь появились в моей коллекции и будут стоять на страже моих сумеречных полок. Может, вам они не понравятся, но я считаю это милым дополнением и подарком к тому, что я удачно закрыл сессию. Так, поставим их сюда. А Белла что, не стоит? Белла неустойчивая, видимо, из-за каблуков. А мы переходим к распаковке следующей моей игрушки сумеречной. Да, это такая большая коробка. Ее я получил прямо сегодня. Правда, уже в распакованном виде, почему-то она пришла ко мне. Но на целостность это не повлияло, вроде бы, на коробки в том числе. Ну, вот так. В общем, вот такая вот коробка. Посмотрите на нее. Она вся заклеена скотчем. Это DVD-игра по всем сумеречным фильмам трем. Такая есть отдельно по «Сумеркам», по «Новолунию» и по «Затмению». Но я купил такое типа коллекционное издание. Scan It называется. Такие вот игры выпускаются по разным фильмам. Например, там «Голодные игры», «Гарри Поттер», кажется, что-то еще. Я, конечно же, купил по «Сумеркам». Вот, коробка вся в скотче. И у меня есть сомнения по поводу того, все ли цело внутри. Надеюсь, сейчас не будет большого разочарования. Посмотрим. Плакать я не буду, конечно, но очень сильно расстроюсь, если там что-то не так. Но посмотрим. Так, ну пока вроде все на месте. Вот так это выглядит сейчас. Здесь у нас какая-то рекламный буклетик.
тут у нас вот такая вот листовка с правилами игры. Это DVD челлендж, то есть здесь вы вставляете DVD-дисковый проигрыватель, с помощью телевизора смотрите на экране какие-то задания и вопросы, которые появляются, отвечаете на них и потом ходите по игровой доске. Ну, тут все на английском. Вот такая вот, не знаю, что это, пластик, снизу пластик, сверху картон. Такое поле для игры. Ну, выглядит, конечно, простовато все это. Я не совсем понимаю, как в это играть. Может быть, во время игры все это будет интересней. Как-нибудь попробуем. Вот здесь новолуние и затмение отображены. На сумерки особо не выделили никаких частей на поле. В этой игре есть вот такие вот карточки, сцен id. Нужно смотреть правила, вникать, как это все делается, но вопросов очень много, карточек очень много. Есть вот такой кубик какой-то ромбообразный. И вот такой кубик с цифрами, стандартный, видимо, для количества ходов. Вот такой пакетик с фигурками для игры. Фигурки пластиковые. И здесь у нас герб Калинов, волк, Вольтерра и шапочка выпускника, видимо, из затмения. Вот такой вот DVD, на котором находится сама непосредственная игра, и без которого играть у вас не очень получится, как я понимаю. И вот такие карточки, на которых написано Fate, и на оборотной стороне здесь какие-то задания тоже, фразочки есть. В общем, всякие разные атрибуты для игры, и не вникая в правила игры, в условия, сложно описать, для чего это и что это. Но в целом комплектация неплохая, все есть, слава богу, все целое, не знаю, почему коробка была вскрыта и зачем, из-за чего. Вот, очень жаль, что в моем ближайшем окружении сложно найти человека, который смог бы со мной сыграть, смог бы это опробовать, вот, но если как-нибудь получится, я обязательно вам об этом расскажу. Играть должны 2 человека, либо 2 команды, возраст 13+, длительность игры от 30 минут до 45 минут, ну, то есть в среднем вот такие вот условия. Вы можете разбиться на команды, и если у вас есть в окружении поклонники «Сумерек», которые хорошо знают сюжетную линию в фильме и говорят по-английски для того, чтобы понимать задания, описанные в DVD, то, я думаю, это будет возможность приятно провести время. Надеюсь, у меня появится такая возможность, и я смогу найти себе компанию. Ну, а если нет, значит, просто будет эта коробочка хорошим дополнением для моей коллекции. Вот такие посылки я получил сегодня и показал их вам. Я надеюсь, вам они понравились. Напишите в комментариях свое мнение, что понравилось вам больше. Фигурки виниловые, какая из них, либо же вот это вот издание для игры. Поделитесь своим мнением, можете писать какие-то предложения в комментариях или просто комплименты для меня. Мне будет очень приятно. А также не забывайте подписываться на канал, делиться видео с друзьями, другими сумеречными поклонниками. Я думаю, им будет интересно. Спасибо вам за просмотр. Оставайтесь на FM Live. До скорых встреч.